Квантовый алгоритм Гровера. Формальный алгоритм Гровера – это поиск определенного элемента в неупорядоченной базе данных. Классический поиск можно продемонстрировать так. Пусть есть коробка с набором случайно вложенных фотографий. N штук таких фотографий. Надо достать фотографию с изображением определенного лица. В общем случае или объекта. Образец данного лица в руках достающего фото, конечно, имеется. Фото из коробки извлекается случайным образом. Ну и равной вероятностью может быть извлечено любое фотография. Далее достающий сравнивает извлеченное фото со своим образцом, и если не находит совпадения, помещает данную фотографию обратно. И так до обнаружения совпадения, на чем поиск, собственно, успешно заканчивается. Спрашивается, за какое количество попыток поиск увенчается успехом. Ну, очевидно, что в общем случае за приблизительно порядка n раз попыток. Так вот, алгоритм, который называется квантовый алгоритм Гровера, достигает успеха за корень из n попыток. Конечно, это не бог весть какое ускорение, но все равно преимущество, квантовых вычислений перед классическими. Прежде чем переходить к алгоритму Гровера, рассмотрим некоторую математическую процедуру, я ее условно назову манипуляцию, с произвольными числами, которую условно назовем амплитудным усилением. Эта процедура состоит из 3 шагов. Первым шагом составляется среднее арифметическое значение для произвольного набора чисел. Вот есть какие угодно цифры, n штук, и можно на первом шаге вычислить среднее значение этих чисел. На втором шаге выполняется арифметическое преобразование в соответствии с таким выражением. Удвоенное среднее, из него вычитается значение числа итого, и это новое значение присваивается в этом наборе этих чисел этому итому числу. На третьем шаге заменяется знак на противоположный у специально выделенного отдельного элемента. Будем называть его маркированный элемент. Например, это элемент с индексом p. Вот на этом этапе у него поменяется знак у этого числа. И далее с полученным набором чисел в рамках вот этой манипуляции или процедуры повторим данную последовательность преобразования вот этих шагов 1, 2, 3 произвольное число раз. И проследим за изменением этих чисел при последовательных итерациях. Имеется в виду, что одна итерация включает в себя вот эти 3 шага. И специально, вообще говоря, проследим за маркированным, помеченным элементом. Программа для выполнения таких операций, таких итераций, вообще говоря, несложная. Можно было бы написать на питоне, где аргументом этой программы является n, число элементов базы, а r – это помеченный вот этот элемент. В результате использования, например, этой программы, для случая, когда у нас имеется 32 примера элемента и помечен элемент с номером 2, то результат при выполнении 10 итераций будет представлен вот этими данными. Что на них тут обозначено? Слева первый столбец, слева это номер итерации. Дальше второй столбец – это значение числа, которое мы назвали средним значением для всех чисел. А вот последний столбец – это значение числа выделенного элемента, выделенного числа. Видно, что если исходно у нас в этом наборе чисел 32 было сначала число равномерно распределено между всеми числами, и число А2 было приблизительно 0,17, 0,18, то через 5 шагов, через 5 итераций,
это число при вот в этом положении этой цифры в этом наборе будет практически единицей, ну или очень близко к единице, 0, там 3 девятки, как тут видно. Дальше эти числа начинают, так сказать, конечно, тоже меняться, но вот главное здесь обратить внимание, что в результате вот такой манипуляции с этими числами удалось изменить число выделенного элемента от числа там 0,17 до практически единиц. Вот теперь, если интерпретировать эти числа как амплитуды вероятности, вытащить, например, искомую фотографию, ну вот для того примера, который был выше приведен, то видно, что можно получить вероятность практически равную единице. Остается только ухитриться реализовать вот эту процедуру, эти итерации на какой-то квантовой системе. Интересно, что если для справки взять 4 элемента и выделить, например, второй элемент, то, значит, фактически на первой же итерации у нас получается амплитуда вероятности вытащить, связаться с этим числом практически равна единице. Ну, тут дальше вот они там осциллируют, как видно, если увеличить число этих итераций. Ну, вот как реализовать вот такую процедуру для квантовой системы? Формально это сделать несложно, в математическом смысле. Вот пусть есть, например, неупорядоченная база данных, содержащая n элементов, x, и какие-то. Рассмотрим квантовый регистр, состоящий из n штук кубитов. Каждое базисное состояние регистра свяжем с одним из элементов базы, состоящей вот из этих 2 в степени n элементов. Образуем специальный регистр, начальный, в равновероятной суперпозиции базисных состояний. Это достигается действием оператора Олша-Адамара на прямое произведение регистра из n-кубит, находящихся в базисном состоянии вычислительного базиса 0. В результате возникает вот этот регистр, который здесь обозначен φ1. Ну, кстати сказать, такая вот постановка задачи, формирование вот этого регистра равновероятного, по сути, соответствует равной вероятности достать случайную фотографию в приведенном выше примере. Ну, я имею в виду в постановке задачи. А вот среди этих процедур, которые там были названы шагами, первый, второй, третий, то вот на третьем шаге у нас есть операция, которая означает, что выделенного элемента нужно поменять знак. Вот для реализации вот этих итераций, в том числе выполняющих изменение знака у какого-то выделенного состояния в суперпозиции заданной, вводится специальный оператор, который по историческим причинам называется оракул. Формально его определение может быть записано так, что это оператор, который функционально, конечно, зависит от переменной, которая фиксирована в регистре, z, например, какой-то регистр. И вот если этот оператор действует на элемент регистра, то в случае, если z и x совпадают, то, значит, это базисное состояние регистра x не меняется. А если меняется, вернее, на противоположное. А если z и x не совпадают, ну тогда это скалярное произведение 0, и, соответственно, знака у этого состояния z выделенного элемента не появляется, изменение знака. Технически вот такой построить оператор можно, ну, таком вот в операторном виде следующим образом. Ну, если вот z какое-то состояние нам известно, то прямое произведение, составленное из этих состояний, и вычислить это удвоенное прямое произведение из единичного оператора, то как раз и появится вот этот оператор, который будет менять, значит, знак только в регистре, если этот x совпадает с z. Ну, для примера, пусть у нас есть двухкубитовый случай.
самый простой, вот, например, базисное состояние двухкубитовое 0,1. Ну, очевидно, что ket-вектор это вот такой, а bra-вектор, ну, это вот такая вот строка. Прямое произведение этого ket-вектора и bra-вектора фактически в матричном виде есть матрица на главной диагонали, которой вот стоит единица в выделенном этом элементе. Вот у нас это единица, которая подчеркивает, что мы рассматриваем двухкубитовое состояние 0,1. Ну, вот отсюда, если воспользоваться этим векторным, этим прямым произведением, то, что называется кубитом, то, что называется оракулом, который меняет знак у базисного состояния, соответствующего двухкубитному состоянию 0,1, будет иметь вот такой вид. Диагональная матрица, на главной диагонали которая стоит только в одном единственном месте единица. При выполнении вот этих итераций, для первой итерации в этой процедуре, которую мы назвали амплитудное усиление, начальный регистр не меняется и на первом, и на втором шаге процедуры. А вот на третьем шаге, при первой итерации имеется в виду, оракул преобразует равновероятный регистр к виду, к новому. Вот действие этого оракула на исходный регистр дает новый регистр, который обозначен буквой φ2. Конечно, в этом случае может быть записано как суперпозиция базисных состояний регистра с некоторым коэффициентом альфа-х, где вот этот альфа-х – это амплитуда вероятности получить при измерении регистра конкретное значение x. Вот теперь в этом при первой итерации у нас сначала были альфа-х были равны единице на корень из n для всех x. И это на первой итерации это остается, кроме состояния z, у которого вот этот коэффициент альфа-z будет равен минус единице на корень из n. Для второй и последующих итераций среднее значение амплитуд теперь определяется, конечно, вот таким вот образом. Среднее значение этих амплитуд базисных состояний. А операция инверсии амплитуд относительно среднего в регистре базы данных приводит к регистру, который будем обозначать φ3. Вот он. И можно выполнить техническое преобразование этого регистра. Вот он, этот регистр φ3. Здесь просто переписано. Это сумма в скобках разделена на два слагаемых. И теперь дальше нужно будет показать, что вот выделенное вот это произведение, среднее альфа на корень из n, определяется скалярным произведением базисных состояний φ1 и φ2. Они выше были написаны, что это такое. Значит, покажем, как это показать. Составим это прямое произведение. φ1 это есть вот эта часть, единица на корень из n и сумма вот этих бра векторов xn. Соответственно, φ2 это сумма вида альфа-х' на х'. В силу того, что скалярное произведение x и х' это символ Кронекера, то остается только однократное суммирование, которое, теперь для которого, если использовать понятие среднего значения, то будет переписано таким вот образом, как здесь указано. Ну и все, окончательно можно записать тогда, что вместо вот верхней строчки выделенной, подставив туда, чему равно среднее значение альфа на корень из n, этот φ3 есть удвоенное произведение вот такого вида, как здесь представлено. С учетом того, что это φ3 теперь можно представить как некоторый оператор, который действует на регистр φ2, отсюда ясно, что то, что мы называем этим оператором, должно быть обозначено вот таким вот образом. Удвоенное прямое произведение начального регистра минус единичный вектор, единичный оператор. В результате итерации регистра теперь осуществляются последовательным применением оператора Гровера. Значит, оператор Гровера теперь у нас есть вот из этой формулы, как мы видим. Это, значит, оператор U и оператор оракул. При этом оператор U, как мы видим, тут
выведен вам в таком виде, а оракул уже был представлен ранее. Таким образом, квантовая цепь этого алгоритма состоит в последовательной итерации действий вот этого оператора Гровера на исходное начальное состояние. Но если рисовать квантовую цепь, то формально можно было бы изобразить, что это вот есть эволюция регистра состояния исходного 0 под действием операторов оракула и той части оператора, которую принято называть диффузией, несколько раз вот это вот действует на исходное состояние и производится измерение. Это измерение дает именно привязку к той величине с максимальной вероятностью, которую на базе данных требуется найти. Ну, как это выглядит в матричном виде? Пусть для примера база данных состоит из 4 элементов, а требуется найти вот именно элемент состояния 0,1 двухкубитовый. Тогда по определению этот оператор Гровера равняется вот в операторном виде таким вот образом. Если его теперь перевести в матричный вид, то в матричном виде это все представляется в такой вот форме. Прямое произведение здесь, соответственно, кет набра вектора φ1, то есть исходного состояния, дает матрицу, вот, которая здесь представлена. А с учетом уже явного вида оператора оракула для именно вот этого состояния, которое мы должны найти, базисное состояние 0,1. А найти мы их должны среди 4 состояний 0,0, 0,1, 1,0 и 1,1. Так вот, этот оператор Гровера после произведения этих матриц дает представленный результат. И самое удивительное и замечательное является следующее, что действие оператора этого Гровера на вот это, на этом примере, на регистр начального состояния, а он вот состоит из всех вот этих единиц, ну и в результате, как видно, получается регистр, который точно соответствует искомому состоянию. То есть за один шаг фактически мы нашли правильный элемент в этой элементарной базе данных. Ну, здесь вот для напоминания можно сказать, что если бы мы воспользовались вот этим примером вычисления той функции, то там это сразу и было и видно, что действительно так будет получаться. Но надо сказать, что, конечно, это относится только вот к этому случаю, примитивному случаю базы из 4 элементов. Конечно, реальная база состоит из огромного количества элементов. Ну, можно провести это вот моделирование, предлагает, собственно, провести моделирование алгоритма Гровера вот в этом в матричном виде. В чем оно будет состоять? Ну, надо выбрать, задать число кубитов, значит, назначить вектор маркированного состояния, все руками задается, задать вектор равновероятной суперпозиции, по стандартно, как было обозначено, φ1, и построить матрицу оператора Гровера. Вот по этому определению. Дальше выполнить итерации, вообще в общем случае произвольное число раз, и наблюдать за изменением амплитуды измерения вот какого-то маркированного состояния, которое вы фактически должны назначить сами. Ну вот здесь формально, конечно, можно проверить возможности своего компьютера при выполнении вот этой всей такой процедуры матричной, если увеличивается число кубитов в системе, то, конечно, на определенных числах у нас наши компьютеры, обычные персональные компьютеры, будут не способны уже решить соответствующую задачу за разумное количество времени. Вот некоторые результаты тут представлены, например, если выбирается 7 кубит, то вот на 10-й итерации вероятность вот этого числа, которое мы там ищем, как раз будет приблизительно максимально и приблизительно равняется единице. Но если это рассматривать для случая, когда 8 кубитов, ну, будет такая приблизительно последовательность. Если 9, то вот представлены. Ну вот для 10 кубит уже машины
стандартные, персональные, уже начинают задумываться, так? А если брать какое-то большее количество, то кубитов, то, конечно, это такая модельная задача работы с этими матрицами уже может выполняться чрезвычайно огромное количество времени. Ясно, что сама по себе постановка этой задачи вот для алгоритма Гровера должна иметь какой-то конкретный пример. Ну вот, и рекомендуется в рамках вот этого учебника Qiskit найти вот этот алгоритм Гровера, который применен, ну, в простейшем случае для задачи игры в Go. И тогда, вот если предыдущие формулы, которые были написаны, в математическом смысле, то реализовать все легко, а вот эту квантовую цепь, конечно, это вот уже нужно уметь составлять и делать соответствующие результаты. Ну, поэтому здесь уже для самостоятельного изучения.